Доброго ранку, шановні друзі. Можна. Так не можна сказати? Можна. Ну давай, я скажу доброго ранку, а ти скажеш там тратити. Да? Ти для себе знімаєш, що для яких друзів? Для тих. Доброго раночку. Сегодня 20 мая. Ровно год назад я снимал последнюю свою локацию в Румынии на термальных бассейнах. Вот прошел год, мы никуда не выезжали, но хотелось, поэтому сегодня едем, естественно, едем по Украине и начинаем путешествие с города Каменец-Подольский. В этом путешествии у меня есть еще один помощник. Илья с нами не поехал, но зато поехала бузинная палочка. Именно она поможет нам в дороге. Ну и сейчас мы одним мгновением руки переместимся вот на 790 километров. С первого раза не вышло. Так, трансгрессия не удалась в Каменец-Подольский, потому что по дороге было вот это. Умань пива. Нельзя не зайти. Так, Виктория тут как истинный алкаш Може квасовий заказывает пиво. Може квасовий звали? Нет. А вот такой мотоцикл нам бы не помешал. Вот. Было мгновенно куплено разное пиво. Ну и будем пробовать, наверное, обратно трансгрессировать. Поэтому готовим палочку. Умань пиво АТБ, Константин Никольский. Неси меня, палочка, в Каменец-Подольский. Итак, мы вот сюда телепортировались. Правда, поменялся наш Шевролет на вот это вот, будем говорить, устаревшего вида дилижанс. Вот такое вот скалымага. Прямо в центре расположен отель Клеопатра, в котором мы будем жить. А на входе нас встречает 2 награды от ревизора. Я точно не знаю, за что дают эти награды, но номер мне очень понравился. Он большой, около 30 квадратов. Наполнение номера, чистота и даже питьевая вода очень нас порадовали. Итак, у нас в отеле входит, так сказать, в стоимость пользование бассейном, боулингом, бильярдом и даже завтраки. Поэтому мы решили хотя бы зайти посмотреть, как это вообще все выглядит. В боулинге было 6 дорожек и куча детей. Бассейнов оказалось 2, оба были с подогревом, выглядели довольно-таки чисто и эстетично. Кроме бассейна, здесь еще есть сауна, тоже вроде как бесплатная. И даже была дверь с надписью «Диско-бочка». Что это такое, я понятия не имею. А так выглядит холл с рецепцией в этом отеле. Мебель с дизайном под винтаж, все в мраморе, все блестит, все дорого и очень богато смотрится. А вот так вот выглядят реалии войны. За красивой дверью вход в убежище. Нашлась даже автоматическая машинка для чистки обуви. Отель меня, конечно, очень впечатлил. Скажем так, я не завсегдатай подобных мест в Украине. Они всегда стоят заоблачные деньги. Но прошлогодние скитания по Румынии принесли и здесь свою пользу. Пока я бронировал на букинге, я сделал 15 бронирований, и букинг дал мне максимальную скидку на посещение отелей. Поэтому вот этот отель со всеми этими бассейнами, входящими в стоимость, и прочими делами, завтраками, обходится нам 1400 гривен в сутки на двоих, что в наших реалиях составляет сколько? $35. Также можно отметить удачу Бардая. Мы приехали сегодня ни о чем не догадываясь, но сегодня день города. Поэтому вокруг движуха, танцы, пляски, елки, конкурсы, призы.
И тут у меня случился когнитивный диссонанс. После моего родного города Днепр, где уже долгое время отменены все праздники, гуляния и массовые развлечения, празднование Дня города всплыло в моей памяти, как из тумана. Следующую мысль, которую я поймал у себя в голове, было то, что я не слышал еще пока ни одной воздушной тревоги. Как оказалось, их здесь нет. И даже тогда, когда идет взлет самолета в МиГ и вся Украина красная, здесь воздушной тревоги нету. И, кстати, дети здесь продолжают ходить в школу и в садик, как положено. Поэтому я был очень рад, что неделю я смогу пожить, как в мирное время. Так, а это памятник туристу. Ну и Виктория, как истинная туристка. Тут нашелся сувенирный городок. Ну и, естественно, там мы купим магнит. В общем, для меня полной неожиданностью стало то, что, видать, в этом городе развита культура, ну, не то чтобы ска, но, скажем так, музыки духовых инструментов, потому что вот концерт и вот люди. Следующий ансамбль, который готовится, все с духовыми. Вот следующий ансамбль, который готовится, все с духовыми. А с той стороны, если видно, там стоят солдаты. У них тоже будет концерт солдатский, так сказать. И они тоже с духовыми. Вот такая культура. Мне это нравится, ска я люблю. А ужинать первый раз мы пришли в Реберню на Троицкий. Понятия не имею, относится ли это как-то к культовому заведению во Львове, но мы решили попробовать. Ну, в общем, первый блин был комом. Мест нет. Видать, заведение действительно культовое. После нашего, будем говорить, первого неудачного похода в Реберню, мы пришли в другое место, оно называется Сажотрус, то есть по-русски это трубочист. Значит, честно скажу, ресторан создает впечатление какого-то пафоса, играет человек на гитаре, все столы в белом, мебель из ротанга, люди ходят в белых рубашках, ну в общем, выглядит все очень дорого. Я даже немножко так сомневался, а потом подумал, я еще ни разу не был на Западной Украине в таком месте, в котором было, ну так, архидорого по сравнению с Днепром. Нам принесли меню, честно, я был удивлен. Удивлен в хорошем смысле этого слова. Так, ну и, значит, начнем мы с дегустации фирменных настоек. Я буду пробовать кедровую, Виктория будет пробовать апельсиново... Апельсиново-кавово. Да, апельсиново-кофейная. Неожиданно. Здесь, по ощущениям, градусов 30 точно есть. Може більше. Сразу стало очень тепло. Нам принесли еду. Мы заказали... У нас мало времени, потому что мы хотим бассейн. Поэтому мы заказали банально болоньезе и пасту с лососем. И плюс салатики. Салатиков еще нету, но вот как бы то, что уже есть. Но два мохито, причем один из них фирменный ягодный со смородиной. А вот это называется салат с паршута, с сыром дорблю и с грушей. Вот такая вот красота на огромной тарелке. Стоит здесь, кстати, что-то около 170 гривен. А вот живая музыка. Человек играл только что на гитаре, теперь играет на, не знаю, как это правильно называется, и играет он Scorpions. А если вы думаете, что это пицца или хачапури, то ни хрена вы ошиблись. Это украинский вариант. Называется это паляниця с полонини. 3 вида сыра с тестом. Так, а вот мы вечером после кафе пришли в бассейн. Утром мы проснулись и быстро убежали в столовую завтракать, потому что сегодня у нас полный экскурсионный день. Так, кстати, выглядит шведская линия в этом отеле.
Как я уже и говорил, завтрак входит в стоимость номера. Интересный факт. Пока мы здесь сидели и ели, я смотрел по сторонам. И я не увидел ни одного стола, где люди, как, например, в Турции, нагребали бы кучу тарелок, заставляли весь стол, все надкусывали, не доедая, потом это все уходили. Я прям был горд за культуру наших людей. Сегодня у нас воскресенье. Сегодня мы едем на экскурсию в город Хотин, смотреть Хотинскую крепость. Так как в Каменец мы приехали только вчера вечером, и я знал, что времени будет мало, поэтому экскурсию я забронировал еще в Днепре. Так, мы приехали на место, идем в кассу. Хотинская крепость входит в 7 чудес Украины, но билет туда стоит банальные 80 гривен. Когда я собирался в Хотин, я понятия не имел, за какие ж такие заслуги Хотинская крепость входит в 7 чудес Украины. Так вот теперь я умный, побывавший там, могу пару слов об этом сказать. Первое и самое главное — это ее возраст, потому что заложил ее еще князь Святослав, тот, который покрестил Русь в 988 году. И во всем мире осталось не так уж много крепостей, которым больше 1000 лет. В хронологическом порядке крепость была оплотом для следующих империй: Киевская Русь, Молдавия, Польша, Турция, Казацкая Украина, Австрия, Россия, Румыния. И во время Второй мировой войны перешла к Советскому Союзу. Некоторые страны модернизировали ее, достраивали бастионы, какие-то башни, ворота. Турки даже построили минарет, который взорвали красногвардейцы в 1941 году. Издали крепость выглядит маленькой и неприметной, но вблизи она огромная и впечатляющая, ведь ее стены толщиной достигают 6 метров, а высота 40 метров, то есть сейчас это приблизительно 14-этажный дом. Крепость имеет форму овала неправильной формы, состоит из 2 дворов и 5 башен. На своей территории крепость имела замковый колодец, вот его видно сейчас посредине двора, глубиной он был 62 метра, и инженерные сети в виде водопровода. Но инженера в 14 веке молодцы, сделали водопровод, а вот о канализации никто не подумал. Вот смотрите, как выглядел туалет в данной крепости. А если заглянем вовнутрь, увидим там речку. Именно так выглядели туалеты в крепостях того времени. А еще туалет в то время имел название гардероб, потому что там хранились вещи, ведь запах аммиака отгонял моль. Поэтому вот демонстрирую, как они висели. Так как во время войны пользование квадрокоптером запрещено, будем тогда смотреть просто фото. У стен крепости снималось множество фильмов, но я нашел кусочек того фильма, который видели все. Завтрак под пулями. Это здорово. Когда твой друг в крови, когда твой друг. После 3-часового бегания по крепости очень хотелось есть, поэтому мы сразу побежали в кафе. Первый раз я ем бограч, который подается со сливками. Это, наверное, для тех, кому мало жирности оригинального бограча, добавляют сливок. Очень вкусно. А вот Виктория заказала себе деруны. Ну, они тут... Соусом з білих грибів. Да, они тут с паршута, короче, со всеми борщами. Ну и тоже еще одни деруны. Имею мысль, что близость данного места к Европе вносит, так сказать, коррективы в национальную еду. Потому что вчера мы ели вроде как салаты, но в них присутствовала паршута. Сегодня паршута здесь лепят уже на деруны. А у меня деруны, которые называются 4 сыра. То есть тут уже и чеддер, и сыр Филадельфия. Естественно, аутентичного в этом ничего нет украинского. Но на вкус должно быть вкусно. Попробовавши свои деруны и викины, прихожу к мысли, что все-таки наш классический драник со сметаной и чесноком мне гораздо больше нравится, чем со всем этим барахлом. Отдохнув 1 час в отеле, мы опять пошли в город, потому что у нас запланирована была еще одна экскурсия. В этот раз обзорная экскурсия по самому Каменец-Подольску.
У нас была приватная экскурсия, и первое, что спросил экскурсовод после знакомства, что вы знаете о Каменец-Подольском? Это было, конечно, мое полное фиаско, но единственное, что я мог вспомнить, это то, что здесь делали самую некачественную приму по всей Украине. Экскурсовод, конечно, скривилась, как будто ей дал хлебнуть уксуса, и сказала: то есть вы не знали, что Каменец-Подольский находится на 3-м месте в Украине по количеству достопримечательностей после Киева и Львова? Конечно же, я этого не знал. И к моему стыду, я не знал, что Каменец-Подольский, оказывается, был столицей Украины. Да, и вы не ослышались, с 1917 по 1920 год. Также во время работы этого правительства был совершен первый национальный тур украинской капеллы в Америку, которая там, в Карнеги-Холле в Нью-Йорке, исполнила песню, которая впоследствии станет самой знаменитой рождественской песней в мире. Как оказалось, Каменец-Подольский еще является украинской Каппадокией, так как в нем запускается самое большое количество воздушных шаров в Украине. Потом нас привели к вот этой вот арке в неоготическом стиле, на которую я пускал слюни еще с первой минуты пребывания в Каменце. Это вход в собор святых Петра и Павла. Тут же на входе есть какой-то специальный крест, где загадывают желание. Виктория, естественно, все загадала. Сегодня собор представляет собой симбиоз всех религий от тех империй, которые правили здесь. Вот статуя Иисуса, которая напоминает нам, что строился он как христианский католический храм. Но пришла Османская империя, и, о чудо, появился минарет, с которого впоследствии сняли османские полумесяцы и водрузили туда статую Девы Марии. Внутри еще много подобных диковинок в виде элементов армянского христианства, органа, забальзамированных сердец, мутированного нефа и подобного. Но про это все можно еще час рассказывать, а у нас мало времени. Но разные религии это полбеды. Тут вот что есть. Надгробия в виде Иисуса с крестом и ангела смерти, которые остались здесь, внимание, со времен музея атеизма. А здесь я стоял долго, ведь ничего подобного в Украине я никогда не видел. Это надгробие некой Лауры со смешной фамилией Пшиздецкая. Но какова же работа? Вообще теряется ощущение, что это из камня. Особенно обратите внимание на простынь на ногах. Ощущение, как будто она реально из ткани. Нам продемонстрировали одну из самых старых ратушей в Украине. Потом мы пошли в настоящий доминиканский костел. Вот, кстати, символ какой у них красивый. Костел внутри очень удивил. Он сейчас на реконструкции. Часть вот уже отреставрирована. Тут очень много всяких символов доминиканской культуры и Османской империи, но это очень долго рассказывать. Но если другие захватчики вносили просто симбиоз, то Советский Союз это просто все уничтожал. Вот остатки фресок, которые пытаются восстановить. Так как здесь всегда текли крыши, здесь был склад при Союзе, место приходило в упадок и никто не занимался никаким восстановлением. Ну и под вечер мы попадаем в главную достопримечательность этого города, Каменец-Подольскую крепость. И вид этой крепости присутствует на всех туристических аксессуарах в этом городе. И от себя могу добавить, выглядит она действительно грандиозно. На входе в крепость болтается памятник Яну де Витте, выдающемуся инженеру и архитектору. С его подачи был запущен первый воздушный шар в Каменец-Подольском. Внутри крепость меня разочаровала. Присутствует несколько инсталляций в виде, вот, например, долговой ямы, хлебопекарни, древнего колодца, нескольких мини-музеев. Много интересного, в общем, я для себя не нашел. Хотинская крепость впечатлила меня больше. Это была последняя наша достопримечательность сегодня. Оставалось идти ужинать и спать. Люмос Максима. Вика уже спит. Я лежу тут под одеялом и изучаю Google карты, потому что я понятия не имею, куда мы завтра будем выезжать и где мы будем жить. Сегодня у нас выезд из Каменец-Подольска. Значит, решили напоследок сходить. Есть тут интересный музей миниатюр. Обещают, что здесь будут миниатюрные модели основных замков Украины. Итак, такое я видел только в Стамбуле, но теперь это у нас вот аудиогид, только теперь с наворотом в виде колонки, чтобы слушали все. Візит до музею мініатюр замки України – це ніби подорож у часі. Адже всі макети відображають архітектурні пам'ятки періоду їх найбільшого розквіту та могутності. Ну, вот так это выглядит.
Размер камера, конечно, исказит, но могу сообщить, что высота этих замков до метра. Ну и площадь, наверное, у них все-таки где-то 1,5 на 1,5. Музей очень впечатлил. Все очень красиво сделано. Очень интересно было смотреть на замки, которые видел ранее вживую. А этот замок Вика даже не узнала. Пришлось ей напомнить о том, что вчера мы в нем были. А вот этот замок я себе дал слово, что когда-нибудь увижу вживую. Всего в музее показан 21 замок и 3 вокзала. И все это удовольствие стоит 90 гривен. А эту крепость не узнал уже я. Оказалось, что это Хотинская крепость, в которой мы были позавчера. Напоследок мы зайдем в еще одно культовое место Каменец-Подольска. Оно называется Кава від поліцмейстера. Культовость места определяется следующими моментами. Во-первых, это кофейня-музей. Во-вторых, эта кофейня входит в 100 лучших кафе Украины. В-третьих, ни одно из кофейн Каменец-Подольского не предложит вам такого выбора рецептов кофе. В-четвертых, владелец кафе собрал здесь просто огромное количество всяких винтажных вещей. А широко известным оно стало в тот момент, когда несколько лет назад хозяин кафе в какой-то городской праздник сварил кофе в турке, изготовленной им объемом больше 100 литров, и напоил всех желающих кофе. Восточные виды кофе варятся способом по-восточному, в песке. Так как данное кафе насчитывает около 30 видов кофе, глаза разбежались, но мы выбрали. Вот Вика берет фирмовую каву с Наполеоном. У меня кава по-східному с бадьяном и гвоздикой. По дороге из Каменца увидели вот такой вот фантастической красоты замок. Google сказал, что это отель, который построили 10 лет назад, но так и не ввели в эксплуатацию. Обидно, ведь вид этого замка достоин любого туристического путеводителя. По старой традиции невозможно проехать, нигде не остановившись. Поэтому, пока мы ехали, увидели какие-то остатки замка, решили заехать. Это село Высевки. От замкового комплекса в Высечках осталось немного. Вот один бастион. Вон там. Вот второй бастион. Тут же был храм тех времен с того же замкового комплекса. Но мы долго не засиживались, потому что нас ждало последнее, но интересное место. По дороге мы решили сделать одну остановку в поселке, который называется Залещики. Всего лишь ради одной фотки намахнули 30 километров. Торжественно могу показать вид, тот, ради которого мы сюда перлись. Этот вид выглядел совершенно не по-украински, и с него я начал небольшую серию фотографий, которые назвал «Фото из туристических путеводителей». Ехать будем? Конечно, будем. Так, палочка. И погнали. Полт, рукав, бюстгальтер, жжаная яичница. Перемести меня, палочка, в село Вижница.